Я Георгий Нефедев, представляю русское общество по изучению проблем Атлантиды, являюсь его президентом. Вот. И я очень рад, что могу сегодня на нашем лектории РФА «Зазеркалье истории» представить лекцию Натальи Борисовны Соплаковой. Вот. Тема очень интересная, может быть, даже необычная. По крайней мере, ей мы открываем, надеюсь, он продолжится, некий такой новый сегмент или некую тематику в рамках нашего лектория, посвященную поискам древних сакральных знаний. Вот. Ее лекция – это экспедиция в Колумбию, сакральные знания и духовные традиции индейцев Конго. Вот. Наталья Борисовна сама психолог, юнгианский аналитик и исследователь традиций сакральных древних знаний. Вот. Наталья Борисовна, прошу вас. Добрый день. Сегодня мы поговорим об экспедиции в Колумбию, которая была в 2013 году. Мы там были 2 раза, в 2013 году и в 2014. Почему мне хочется об этом рассказать? Потому что в этой экспедиции мы столкнулись с очень необычным народом. И я с уверенностью могу сказать, что во всей Латинской Америке такого народа, похожего на них, нет. То есть это единственный и уникальный народ. И он очень сильно отличается от всех индейских народов, которые проживают на территории Южной Америки. Это единственное, это остатки, последние остатки цивилизации до колумбовых времен, которые удивительным образом сохранились, выжили. Ну, я вам сейчас все по порядку расскажу. Ну, наверное, вы все знаете, где находится Колумбия. Это север Южной Америки. Ну, вот я... Вот карта Колумбии, это самый север, и северная часть ее выходит в Карибское море. И место, в котором проживает этот народ, это такой очень обширный горный массив на самом севере Колумбии, который называется Сьерра-Невада де Санта-Марта. Сейчас это частично заповедник. Там находится самая высокая гора в Колумбии, ее высота 5780 метров. Это пирамидальная гора, ну там много разных гор, но то место, о котором я буду говорить, оно в форме пирамиды. И это уникальное место даже по природе своей, потому что там расположены, в принципе, все зоны природного ландшафта, начиная от высокогорья, от ледников, от снежных шапок и кончая субтропиками у подножья этих гор. И уникальная флора и фауна, то есть, в принципе, это место, которое можно назвать действительно настоящим заповедником по составу растений, животных. Ну и вот в особенности, если мы говорим про этот народ, то его уникальность, она превышает все, что я знаю. Попали мы туда не совсем обычным образом. Попали мы по приглашению, потому что этот народ, он особо не контактирует с нашей цивилизацией. И вопрос, как им удалось сохранить свои традиции и свою культуру. Все дело в том, что когда испанцы начали завоевывать этот материк, когда они начали убивать индейцев, грабить их, этот народ в то время жил по всему горному массиву, на побережье, то есть он занимал обширные территории. Но пришлось им бежать от испанцев, и они начали в силу обстоятельств подниматься в горы. Испанцы их преследовали, они поднимались все выше в горы,
Испанцы их долго очень преследовали, но непроходимые леса, горные реки не дали возможности испанцам ни их догнать, ни уничтожить. Поэтому они ушли очень высоко в горы, и там они поселились. Испанцы перестали их преследовать, и там они прожили все эти 500 лет. И с тех пор они молча находились на вершине этой горы и, как они сами говорят, молча наблюдали за нашей цивилизацией. И впервые они дали о себе знать примерно в 1990 году, когда они объявили о себе и попросили встретиться с представителями нашей цивилизации. И тогда, в 1990 году, был снят фильм для BBC, фильм снял Алан Эрейра, и в этом фильме индейцы говорили ему о том, что наша цивилизация пошла не тем путем, не тот путь развития. Это путь развития, который убивает землю, убивает жизни, и они очень встревожены этим, и поэтому они хотят передать послание нашему миру, нашей цивилизации о том, что нас ждет опасность вплоть до исчезновения жизни как таковой. И они готовы нам помочь, потому что они знают, как. Они передали эти послания, это все было зафиксировано, снято. Они пропустили его к себе, показали ему какие-то вещи. И после этого прошло сколько-то лет, и они на это время опять исчезли. Через несколько лет они как бы вызвали его снова и сказали ему: вот мы с вами встречались сколько-то лет назад, но вы ничего не сделали. Мы вас предупреждали, но вы... И они повторяли это много раз, но вы ничего не сделали. И они ушли обратно, уже не разрешили снова себя снимать. И так продолжалось опять сколько-то лет. Лет 10, наверное. И в 2005 году одному из них, Мамо, я объясню потом, кто такие мамы, ему пришло некое название «Россия», «Алтай». Они не знали, что это такое. Но с 2005 года они стали искать, что это такое, где это. Нашли, через посредников, естественно, и нашли у нас в России некий центр, через который им сделали приглашение, и они приехали к нам сюда, и была поездка на Алтай. Поездка, задачей которой была встреча мамос. Мамос – это, наверное, можно перевести как старейшины или духовные лидеры. Ну, я буду употреблять слово «старейшины». Приехали 3 старейшин для того, чтобы пообщаться с коренными народами. Здесь важно было именно встреча с коренными народами, потому что, по их представлению, только коренные народы еще помнят древние традиции работы с нашей землей, еще помнят, как на священных сакральных местах, как себя вести, какие делать ритуалы. И это как раз тот способ, с помощью которого можно помочь всей земле. И таким образом мы с ними познакомились, и в следующий раз они пригласили нас уже приехать к ним, что мы, собственно говоря, и сделали. Итак, кто такие эти народы? На этой горе живут 4 народа – Коги, Аруака, Вива и Канкуама. Это 4 народа, которые сохранились, как я уже сказала, сохранились после завоевания испанцами Латинской Америки. И они жили в горах и сохранили все свои традиции. И вот сейчас я вам покажу следующую фотографию.
Это примерный ландшафт того места, где они проживают. Высота где-то 3-4 тысячи метров. Там растет вечно зеленая высокогорная растительность, редкие деревья, кустарники, трава. Очень каменистое место, почва глинистая, красная глина. И вот там они в тиши и покое, без суматохи цивилизации проживают. И вот это пример их деревни. Ну, можно так сказать, по-нашему, это деревня. Вот вы сейчас видите несколько человек, двое мужчин, одетых в белую одежду. Они сохранили архитектуру, то есть они живут в таких же хижинах, в каких они жили 500 и 1000, и, как мы поняли, уже несколько тысяч лет назад. Они сохранили свою одежду. Они все всегда носят белые одежды, и дети, и взрослые. Вот еще пример одной деревни. И здесь вы видите опять двух мужчин. Это маму. Мама, как я сказала, это старейшины. Это люди, которые, в принципе, хранят знания, они сохраняют память, вот ту память о древних знаниях. Они обучают людей, с которыми живут, они занимаются их образованием. То есть они, в принципе, ведут по жизни всех представителей своего народа. Для этого их обучают специальным образом. Об этом я расскажу. И удивительно то, что когда мы приехали к ним, ну, наше представление какое было, как, ну, индейцы, простая жизнь, достаточно примитивная. Мы из цивилизованной страны, много всего знаем. Ну, как обычно, с такими представлениями и мыслями мы там появились. Но когда мы с ними встретились, то произошло удивительное, потому что они говорили, в принципе, современным языком, в том смысле, что они нам говорили о таких вещах, о которых надо бы говорить вообще по жизни, о чем мы говорим, я как психолог говорю со своими клиентами, о неких этических и моральных принципах жизни, вообще о принципе жизни как таковой, о том, как в этой жизни мы должны себя вести, как есть, как общаться. И большой упор у них был на осознание. То есть осознание себя, осознание этого мира, осознание того, что ты делаешь и для чего ты делаешь. Это одна из главных составляющих. И они также говорили нам о том, что осознание своей жизни и наведение внутреннего порядка, то есть порядка внутри себя, это основа основ. И это есть как раз тот путь, с помощью которого можно что-то поменять в этом мире. И они постоянно произносили такие слова, как «мы думаем». То есть «мы думаем». Это было удивительно для нас. Но первый день, когда мы приехали, нас встретили очень доброжелательно. Добираться до них было очень сложно. Мы прилетели сначала в столицу Колумбии, в Боготу. После этого полетели в город Вальедупар, который находится рядом с этим горным массивом. Из этого города мы поехали на очень мощных, высокопроходимых джипах по неким дорогам, проложенным и прорубленным в горах, в джунглях. Дорога была очень сложная, то есть слово «кочка» – это не сказать ни о чем. То есть было очень сложно и трудно. И после того, как мы проехали сколько-то часов, пересекая горные реки, доехали до определенного места, там нас встретил проводник,
и мы еще несколько часов шли пешком через джунгли. То есть самому человеку туда попасть ну, просто нереально. И когда мы приехали туда, нас попросили сделать определенную вещь. Нас попросили подумать, с чем мы сюда ехали, с какими мыслями, с какими страхами, с какими пожеланиями. И вообще, что мы думали перед тем, как готовились сюда приехать. И мы должны были все это как бы мысленно воспроизводить, представлять. И перед нами, перед каждым из нас поставили некий камень, на котором стояла плошка с сухим растением. По-моему, это была листья коки, если я не ошибаюсь. Рядом лежали ракушки. И это был своеобразный аппарат по хранению информации. Надо сказать, они нам много рассказывали о том, что они умеют хранить информацию на камнях. Их предки так делали, и они так делают. Это сравни нашим дискам, на которых мы записываем информацию. Они точно так же записывают информацию на камнях. И поэтому вот это действие по нашему как бы вспоминанию своих мыслей, это была некая запись. И они нам рассказывали, что эти записи, они могут храниться и 200 лет, и больше, и у них есть специально подготовленные люди, которые могут эту информацию считывать и прочитывать. И таким образом они сохранили информацию за очень долгий период времени. Я еще позже скажу немножко про их космологию, но там звучали такие цифры, такие временные периоды, как 4000 лет и 5 миллионов лет. И также мамос еще хранят информацию помимо носителей материальных на камне. Они также ее хранят в себе, в своем бессознательном, и передают эту информацию, некую часть из этой информации членам их сообщества. И чтобы это сделать, мамос их специально воспитывают, и происходит это очень интересно. Когда ребенок рождается, какой-то из старших мама определяет, склонен ли этот ребенок стать мамо. Если они видят, что да, в нем заложены некие качества, необходимые для того, чтобы стать мамо, то есть старейшином или духовным лидером, они этого ребенка в 9 месяцев забирают и относят высоко в горы и помещают в пещеру. Туда приходит кормить ребенка мама, потом она уходит. И ребенок находится в пещере с 9 месяцев до 9 лет. Причем он днем не выходит на свет. Из пещеры он выходит только ночью. И вот как раз ночью происходит обучение. Потому что по их поверью, хотя мне, наверное, не нравится это слово, по их знанию, именно ночью очень сильна женская энергия, которая как раз и является основополагающей энергией для того, чтобы взрастить в себе чувствительность, свойство воспринимать информацию не 5 органами чувств, а неким, сейчас мы это говорим, напрямую, воспринимать информацию напрямую и апеллировать этой информацией. И на самом деле это все реально, об этом говорят и нейрофизиологи, и говорят физики, которые занимаются информационными программами, связанными с космическими объектами. И поэтому это происходит и у нас в нашей науке тоже. Ничего тут такого чудесного, таинственного нет. И вот они воспитывают ребенка так, чтобы эти качества у него проявились, чтобы его психика была тонко настроена
на очень на невидимые вибрации, на тонкие поля. И по ночам эти дети проходят обучение. Они сидят вне пещеры, в горах, смотрят на звезды, смотрят на окружающий мир в полной темноте. Как вы понимаете, там никаких лампочек нет, костра нет. И им мама, их наставник, рассказывает про этот мир, рассказывает про все. Про цветы, про растения, про птиц, про горы, про реки, про моря. То есть обо всем на свете, про людей, про космос, про космические законы, про их родовые линии. Все это ребенок постигает, впитывает, причем его кормят минимально, только для того, чтобы не было чувства голода. Пьет ребенок родниковую воду, чистую родниковую воду, и пьет он ее в любом количестве, столько, сколько хочет. Мама в этот период, сейчас, как я сказала, приходит к ребенку, когда он совсем маленький, кормит его, ну а потом уже она перестает туда ходить, и он остается один на один со своим учителем. И вот так в течение 9 лет воспитывается мама. Через какое-то время ему начинают разрешать выходить из пещеры уже и днем. И тогда происходит интересная вещь. То есть он впитал в себе знания, чувствования этого мира. У него работало воображение, фантазия, интуиция. То есть все это мощно развивается. И после этого он начинает видеть, какие при свете горы, что такое солнце, что такое деревья. И, как они говорят, таким образом ребенок начинает отличать реальность от нереальности. То есть то, что он получил в темноте, вот те знания, это реальный мир, а то, что он начинает видеть глазами при свете, это уже мир нереальный. Ну, если мы опять-таки возьмем наших нейрофизиологов и нейропсихологов, они ведь тоже говорят о том, что все, что мы видим, на самом деле это не так. То есть даже цвета, которые мы видим, они не такие. Это просто наш мозг делает некие такие трансформационные вещи, с помощью которых мы начинаем видеть цвета. То есть в этом смысле, да, наш этот мир нереален. Итак, уже через 9 лет это практически почти готовый мама. После этого этому ребенку разрешают вернуться в свое селение, и он живет среди людей, но обучение его продолжается до 18 лет. Вот так долго учат маму. То есть учат тому, как быть, как они говорят, человеком на этой планете. Остальные дети, которых не готовят в мамас, они живут со своими родителями, со своими семьями. И вот еще что интересно, то есть до 2 лет дети всегда остаются со своей матерью, и она должна питаться тоже определенным образом. Она ест только все белое, то есть ей нельзя есть ничего, что содержит кровь, то есть рыба, там, мясо. И ребенок постоянно находится в окружении своих родственников. Ребенок должен видеть 4-5 поколений для того, чтобы его родовая линия была четко зафиксирована в его психике. И мать его все время носит с собой. Специально есть такие сумки с широкими лямками, которые перекинуты через лоб. Ребенок там сидит, и он участвует абсолютно во всем. Мама готовит, он с ней. Мама танцует, он с ней. Мама куда-то идет, что-то собирает, он с ней. Мама идет на общее собрание их народа, он с ней. То есть он участвует с самого своего рождения в жизни своего народа. И поэтому хочу отметить, что дети у них очень спокойные.
Мы ни разу не видели ни капризов, ни криков, вообще ничего. То есть они спокойные, молчаливые, как равноправные члены общества. Вот представители женского пола, две женщины, которые вы видите, и мужчина. И вы видите, что у них сумочки. Все дело в том, что мужчины все время жуют коку, листья коки. Ну, во-первых, высоко в горах, и листья коки, они помогают справляться с горной болезнью. Это мы испытали на своем примере. То есть без коки высоко в горах там просто невозможно. Начинается горная болезнь. Но у них задача немножко другая. Сначала хочу обратить ваше внимание на их сумочки. Вы видите, каждый мужчина обязательно носит такого плана сумочку, которую вяжут женщины, одну или две. На этой сумочке вы видите некий орнамент. Это не просто украшение. Этот орнамент – это символ. Это символ жизни, то есть процесса жизни на символическом уровне. В этой сумочке лежит кока. И когда мужчины встречаются друг с другом, они обмениваются листьями коки. То есть он берет рукой из своего мешочка, дает другому человеку, а тот берет листья из своего мешочка и дает уже партнеру. То есть идет такой взаимный обмен. Но в этом обмене тоже очень большой символический смысл. Все дело в том, что листья коки, вообще вот это растение, оно считается женским. То есть оно обладает женской энергией. А как они нам рассказывали, все дело в том, что женская энергия – это базовая, основополагающая. И у женщин она есть и так. Поэтому женщины не жуют листья коки. А вот мужчинам ее не хватает. И поэтому им приходится жевать листья коки. И жуя эти листья, они таким образом получают эту женскую энергию, то есть они дополняют свою мужскую энергию женской, то есть соединяют. Это своего рода балансировка. Вообще, коги, мы больше всего общались с коги и с народом Аруака. И коги, они говорят вообще о важности баланса на нашей планете, о важности баланса во взаимоотношениях между людьми, о важности баланса нашего внутреннего мира, чтобы у нас наши мысли, наши чувства и наши действия были сбалансированы. И в их понятиях женское и мужское, то есть эти две энергии, они тоже являются основополагающими в нашем мире. И, собственно говоря, на сотрудничестве и на балансе этих энергий существует абсолютно все в нашем мире. Поэтому вот этот обмен листьями коки – это тоже такой символический знак того, что они друг другу дают женскую энергию, то есть восполняют то, чего им не хватает. И, кстати говоря, их хижины, вот вы сейчас видите на этой фотографии, они круглой формы. И часть хижин, они вообще без окон. И сделано это по подобию материнской утробы. То есть символически хижина без окон – это материнская утроба, и в таких хижинах собираются мужчины. Опять-таки потому, что им не хватает женской энергии. Они как бы помещают себя в женскую утробу, таким образом напитывая женской энергией. И когда нужно какие-то важные провести встречи, обсудить что-то, то все мужчины собираются в таких хижинах, и они там и спят в этих хижинах, именно вот потому что на символическом уровне это женская энергия. А женщинам это совершенно не нужно, поэтому женщины могут спать просто под навесом. Ну, благо там бывает тепло и даже жарко. Там, кстати, климат такой достаточно резкая смена температур.
То есть днем там может быть плюс 40, а вечером и ночью, я не знаю сколько, но вы знаете, даже иней покрывает, то есть где-то около 0 градусов. Поэтому это не так просто в этом смысле там выжить. Итак, круглые хижины. Вы также видите на этой хижине, если присмотреться на первой хижине слева, такие две палочки. Это антенны. Сейчас я попробую найти фотографию, где у меня эта антенна показана близко. Вот, здесь лучше видно. То есть хижина с двумя антеннами. Это их название, они говорят, что это антенна, и она служит для того, чтобы легче общаться с духовным миром. Но тут нужно сказать про духовность, как они ее понимают. Для них пики гор, вообще горы – это мужская энергия, и пики гор – это есть их духовное правительство. Они вообще все время апеллируют к духовному правительству, и вся их жизнь подчинена законам именно духовного правительства, духовного мира, с которым они постоянно общаются и получают оттуда информацию. Точно так же они получают информацию из воды. Горы достаточно высокие для того, чтобы там лежал снег, там находятся ледники, и эти ледники, когда тают, они питают, собственно говоря, все реки, которые текут уже по всей Колумбии. То есть, по сути, это источник жизни. И они каким-то образом считывают информацию именно с воды. Но это тоже неудивительно, потому что уже известно и нашей науке, что вода, она действительно впитывает в себя информацию и может ее хранить. И был такой один пример. Они нам рассказывали, что как-то один из мамос был около реки и считал информацию, что вверх по реке на каком-то расстоянии творится что-то нехорошее. То есть он почувствовал какую-то боль матери Земли, а Земля для них является матерью. И тогда они пошли наверх и искали это место. И пришли к тому месту, где некие люди прорыли тоннели в земле, копали землю, они искали золото. И они изрыли всю реку, то есть они рыли прямо по дну реки. И мамос это почувствовали, то есть они сняли информацию. Это один из многочисленных примеров. Мамос, они живут не только в селе. Есть часть мамос, которые живут в горах. Причем вся гора, как я сказала, это некое духовное пространство, куда они не пускают никого постороннего. Я имею в виду более высокие горы. И вся гора распределена на некие зоны и уровни. И вот на каждом уровне живет мама, какой-то мама, который отвечает за некую работу, которая связана именно с его задачами. Но опять-таки вся их духовная работа, а они этим занимаются всю свою жизнь, то есть вся их жизнь посвящена духовной работе. И эта духовная работа, она совершается постоянно в течение всего дня. Они концентрируются, они сами об этом говорят, что очень важно уметь концентрироваться, важно уметь сконцентрироваться для того, чтобы мысли пошли правильным путем и чтобы считать информацию. И вот мамос, которые постоянно живут в горах на разных уровнях и в разных местах, они каким-то образом друг с другом общаются. Ну, мы можем, наверное, назвать это что-то типа телепатии, потому что мы это тоже на себе прочувствовали. Когда мы приехали тоже в одно из наших посещений, к нам спустился один мамо, считал информацию о том, где он нас будет принимать,
а они все важные встречи и все важные дела проводят именно на камнях, потому что камни для них – это источник мудрости Земли. И поэтому мы, когда пришли, он сидел на камне, и нас попросили, чтобы каждый из нас по очереди подходил к нему, вставал на одно колено и рассказывал вслух, отвечая на вопрос: а зачем вы сюда приехали? Честно говоря, когда нам задали этот вопрос, знаете, то есть нам пришлось глубоко задуматься. И когда я рассказывала ему, зачем я сюда приехала, то есть я видела очень адекватную и точную реакцию на все, о чем я говорю. То есть если что-то смешное, он улыбался и даже смеялся. Если я говорила что-то серьезное, он принимал серьезное выражение лица. Если я говорила что-то, что меня смущает, или что-то отрицательное, у него тоже появлялось соответствующее выражение лица. То есть у меня было полное ощущение, что он меня просто понимает, все, что я говорю. И это ощущение не только мое, а всех членов нашей группы. И они вообще мало говорят. И дальше, когда мы еще в самом начале тоже, они нас посадили в хижину и сказали, что мы хотим с вами поговорить, нас рассадили на лавочке, а у нас группа была, по-моему, человек 12, и они сидели перед нами, сидят и молчат. Мы сидим и не можем понять, ну почему же они ничего не говорят? Молчат и молчат, мы начинаем переглядываться, мы начинаем как бы отвлекаться на какие-то звуки, которые вне этой хижины. Они продолжают молчать. Потом выяснилось, что оказывается, они нам потом сказали: вы все очень нервные, и у вас у всех в голове каша. У вас постоянно мысли скачут, у вас внутри нет покоя. И мы сидели и ждали, пока вы успокоитесь. То есть они каким-то образом, хотя нам казалось, что мы сидим совершенно смирно, нормально, там, не дергаемся, но вот они как-то считывают просто-напросто информацию, то есть некие какие-то телепатические вещи. Поэтому иногда даже, когда хотелось что-то сказать, если они были поблизости, мы уже помалкивали, чтобы, не дай бог, там не считали. Итак, то есть вот это их качество считывания информации, считывания каким-то образом мыслей, может быть, наших образов, вот это все воспитывается в то время, когда ребенком они находятся в пещере. Она дает такие возможности. Итак, вот мы сейчас видим антенну. Еще раз говорю, это антенна, которая помогает им связываться с духовным правительством. Сейчас возвращаюсь к предыдущим фотографиям. Вот пример одного из камней, на которых происходили встречи с Мамос. Все дело в том, к сожалению, что нам было запрещено по большинстве случаев фотографировать и снимать. То есть это был очень строгий запрет. Поэтому некоторые кадры, которые я вам показываю, они были сняты из-под полы. Но уж очень хотелось хоть что-то оставить себе на память. Но, к сожалению, все их сакральные священные места мы не имели возможности там это все сфотографировать. Ну, вот здесь что-то получилось. Там вдалеке вы видите каменную ограду с хижинами. Это одно из священных мест, Маруамаки называется, и они считаются вратами. То есть это не деревня, это место, где никто не живет. Они сюда приходят для того, чтобы работать, сажать там коку, маис и делать какие-то ритуалы, делать духовную работу. И это врата, потому что дальше уже никому из чужих и из простых людей ход запрещен. Дальше начинаются священные места. И поэтому мы были очень благодарны им, что они нас пустили сюда, потому что это тоже было, как чудо, хочу вам сказать.
Но пустили они нас только потому, что нас сами пригласили и обсуждали с нами очень важные для них вопросы. Они все садились на эти камни, мы тоже, и они начинали с нами разговаривать по поводу состояния нашей планеты, про то, какой они сейчас видят нашу Землю. Они нашу Землю символически сравнивают с нашим телом. Например, реки – это как лимфа, нефть – это как кровь. И они нам говорят, и смотрите, что вы сейчас делаете. Вы землю режете, пилите, то есть добываете полезные ископания, делаете там дырки. А ведь земля – это мать. То есть, по сути, вы режете и причиняете боль матери. Любое живое существо не может жить без крови. Вы добываете нефть, вы добываете полезные ископаемые. То есть вы истощаете мать родную, и через какое-то время она не сможет вас защищать и держать. И вот эта тема, она всегда была основной в наших беседах. Они никогда с нами не разговаривали просто о каких-то пустых бытовых вещах. Им это было неинтересно. Их задача была нас обучить, потому что они себя считают старшими братьями, потому что они появились на этой земле одни из первых, а потом уже появились другие народы, и в том числе мы. Они являются коренными народами, а белых людей они не считают коренными, и они нас считают младшими братьями. И поэтому они говорят, что вы как малые дети, вы ведете себя совершенно неправильно, вы не понимаете, что вы делаете, и поэтому мы к вам обращаемся для того, чтобы вам помочь. Потому что мы знаем древние традиции, с помощью которых работать на сакральных местах, которые являются как бы акупунктурными точками, как на теле нашего организма. То есть это те места, где поступает энергия из космоса, где Земля очень активно обменивается своей энергией, космической энергией. Поэтому это считается местами силы, сакральными местами. И люди это тоже чувствуют. И необходимо работать с этими местами, и плюс их защищать, и делать духовные заповедники для того, чтобы сохранить. Потому что уже много сакральных мест сейчас исчезло. То есть люди застроили их, затоптали, и это уже не работает. И они в течение тысячелетий занимаются духовной работой на благо всей Земли. То есть у них никогда не звучит слово «я». Мы ни разу не слышали, чтобы кто-то из них сказал «я работаю». Они все говорят «мы работаем». И вся их жизнь, мамус, она посвящена духовной работе на благо всего человечества и всей Земли. Для нас это может показаться удивительно. И они нас водили в некие свои сакральные места, в которых тоже находились священные камни. Например, камни животных, то есть духов животных. Это камень, где каждый человек может на него просто лечь, наподобие какого-то одного из камней, которые вы сейчас видите на картинке. Можно лечь и с помощью воображения представить себе, как вы очищаете себя от каких-то негативных мыслей, чувств и вбираете в себя энергию этого животного, то есть вы обретаете силу. Потом у них существует камень 9 братьев. По их космологии первыми на Землю попали 4 брата, потом присоединились еще 5. И также там есть некие камни. Сейчас я попробую найти. Вот, здесь, правда, камень сам плохо виден, но тем не менее можно представить, он очень большой, он составной из нескольких камней, то есть по нему можно ходить. Это камень-карта.
То есть они нам показали на этом карте, где расположена Россия, где расположена Южная Америка, где расположена Европа. И они точно знают, где что расположено. Они нам это объясняют, и они опять-таки считывают оттуда информацию, что где происходит. И к ним был вопрос, а меняется ли карта? Они сказали, нет, карта не меняется, она постоянная. Меняется мир, меняетесь вы. И чтобы пройти на это место, вот сейчас здесь вот получше, наверное, видно, вот, побольше виден этот камень. На этом камне трещины, то есть там никаких рисунков нет. И вот для нас было совершенно непонятно, как они определяют, где, какой регион, где Россия, а где что. Но они совершенно четко нам показывают и объясняют. И чтобы добраться до этого камня, нужно пройти по мосту. Так, это я не в ту сторону. Сейчас я найду. И чтобы перейти речку, вот этот мост. Вот он так выглядит со стороны. Это самый древний мост, который там существует. Он построен руками. И они говорят, что когда-то наши духовные учителя научили строить эти мосты, и мы теперь научили всех тоже строить эти мосты. Он построен вручную. Сейчас я покажу его поближе. Вот примерно он так выглядит. То есть вы видите, что все бревна связаны с помощью лиан. То есть нет, естественно, никаких гвоздей, у них этого вообще нет. То есть они используют все природные инструменты, скажем так. И нужно было через речку пройти по этому мосту для того, чтобы попасть к карте. И вот здесь на фотографии вы видите двух маму. Опять-таки вы видите сумочку, которые висят. И слева сидит мужчина. Это представитель коренного народа Алтая. То есть он был приглашен туда именно как представитель коренных народов. Вот здесь они нас ведут показывать их сакральные камни, священные места, и вы видите, что они все с сумочками. Обратите внимание на шапочки. Практически многие из них носят шапочки, и у каждого народа своя шапочка. У одних вот такой острый высокий конус, у других пологий конус. То есть у каждого из четырех этих народов шапочки отличаются. Причем круги на этой шапочке, их там и видно, 3 круга. Вообще это универсальный символ, который прослеживается на всей территории Южной Америки, начиная от Патагонии до места, где живут индейцы Хопи. Это южная часть Соединенных Штатов Америки, штат Аризона. И там есть так называемый священный путь, который проходит от Патагонии до места проживания Хопи. И по всему этому священному пути очень много находится камней с петроглифами. И вот символ тройного круга, то есть круг в круге, это очень универсальный символ, который отображает жизнь как таковую. Один круг – это сердце, внутренний круг. Следующий круг – это чувство. И третий внешний круг – это действие. И в этом заключается большой смысл. Они говорят о том, что единство вот этих 3 вещей, оно должно быть сбалансировано. То есть наши чувства, мысли и действия. И тогда наступает баланс не только внутри человека, сколько в природе. И вот на шапочках на некоторых изображены эти 3 круга. Также можно встретить символ синусоиды.
он отображает символически воду, то есть женское начало, то есть базовые энергии и способы хранения информации. Есть символ типа молнии, который олицетворяет собой соединение земли и неба, в результате которого рождается дождь, который как бы оплодотворяет все и рождается жизнь. То есть вообще их мышление, их жизнь, она наполнена большим количеством символов. А вообще как бы считается, что символическое мышление – это как раз признак высокого интеллекта. И я могу подтвердить, что мое отношение к ним как к высокоинтеллектуальным людям. Ну, немножечко по поводу одежды, пока мы видим этот снимок. Вы видите, что мужчины носят белые штаны и такая длинная белая рубаха. Белый цвет – это цвет целостности. Для них он очень важен. И даже когда они собираются вместе, иногда, когда решают важные вопросы, они стелют белую ткань, на которой сидят. Ну, женщины, вы тоже видели, они носят тоже белые платья. И это сохранено тысячелетиями. И даже когда они приехали на Алтай, они тоже приехали в своей одежде, они приехали в шлепанцах, так что нам пришлось покупать им теплую одежду. То есть они не изменяют своим традициям. Они сохранили культуру свою, они сохранили свои этические и нравственные представления о жизни. И один из мамус, он нам рассказывал, что они обладают очень древними и мощными знаниями. Ну, например, они знают, что такое черная дыра. Они знают, что такое гравитация. И у них в их языке есть эти понятия. А про язык тут нужно добавить, что язык, он уникальный, то есть он единственный в мире. И они относят свой язык к очень древнему праязыку. И у них есть одно слово «алуна», которое они сами говорят, что это даже не из нашего языка, это из праязыка изначального, который был общим для всех живых существ, ну, то есть для всех людей. Итак, они знают, что такое гравитация, они ее как-то объясняют как два типа энергии, они обладали знанием по тому, как оперировать и развивать мозг, они сохранили некие технологии, связанные с полетом, технологии, связанные с обогревом, и еще много других технологий, о которых они говорят, что они секретные, то есть вам их нельзя знать, потому что вы можете использовать их во зло, они настолько мощные и сильные, что принесут человечеству беду. И теперь по поводу, наверное, немножко космологии. Несколько слов хочу сказать. В их представлении существует несколько вселенных, не одна. И мир состоит из 9 уровней, то есть 9 уровней наверху, 9 уровней внизу. Наш мир, наша планета Земля, она находится на 9 уровне. И 9 уровень – это как раз материальный уровень. И они сравнивают вообще наш мир или нашу Вселенную с пчелиным гнездом. То есть некие создатели, существуют создатели, которые создали наш мир. То есть как пчелы создают гнездо. Вот пчелы живут в этом гнезде, потом гнездо утяжеляется и срывается и падает, разрушается. Все гибнет, а создатели-то они остаются, они создают следующее гнездо. Точно так же наш мир. То есть был когда-то создан, и по их представлениям
мир был разрушен 3 раза, и предстоит еще 4-й. То есть у них вот такая аналогия с пчелиным гнездом. Они считают, что духовными качествами там живут их духовные наставники. И когда мы их спросили, а вообще вы откуда появились здесь? Вы откуда? Они сказали, мы из времени и пространства. Мы странники в космосе. Наши очень далекие предки миллионы лет назад, то есть они оперируют такими цифрами, миллионы лет назад пришли с разных звезд и поселились на Земле. Они говорят, что они знают, что 5 миллионов лет назад появилось Солнце. Они знают, когда появились люди. Они говорят, что первыми появились люди на духовном плане, то есть их праматерь и праотец, а потом уже появились люди в физическом обличье. Они считают, что планеты, такие планеты, например, как Юпитер и Меркурий, и особенно Меркурий. Меркурий – это как некий портал, космопорт, через который на Землю появляются некие духовные существа, то есть их духовные водители, и также появились люди. И у каждого из них есть родовая линия, и вот один из них по имени Лунтана, он нам рассказывал, что его родовая линия ведет к тем людям, которые пришли из далекого космоса, с какой-то звезды, причем они сначала появились на Юпитере, а потом они уже прилетели на Землю. И так у каждого мамос есть своя родовая линия, то есть они много раз нам про это говорили, что они пришли со звезд. И интересно еще такой случай, у того же Лунтана его отец, который на тот момент был еще жив, когда мы были, ему было 90 лет, он рассказывал ему про своего отца, то есть про своего дедушку, то есть про прадеда Лунтана, что он еще обладал неким знанием, как открывать камни. То есть он подходил к скале, произносил какие-то звуки, то есть шла какая-то вибрация, но мы так и не поняли, это просто звуки или это песня. И скала открывалась, то есть открывался некий проход, он туда заходил, его туда внутрь втягивало, поднимало наверх, и там было что-то наподобие космического корабля, и он мог летать в космосе, он мог летать на другие планеты. Что вы тогда говорили, когда я... Что? Правильно? Что? Фрагменты рассказывали, когда я читал тогда. Да. Вот, то есть вот таких рассказов было много от разных мамос, и они постоянно повторяют, что мы все с разных звезд, мы все с далеких звезд. Ну и они говорят это настолько убежденно и серьезно, что начинаешь им верить. И все эти знания, которые они сохранили, похоже, что они идут из тех далеких времен, звездных времен, о которых мы даже не имеем представления. Кстати, их спросил кто-то из нашей экспедиции, а слышали вы про такое слово, как Атлантида? Они сказали, да. Это вот единственный ответ получил этот человек. И антрополог, который был с нами, Роберт, он тоже колумбиец, он нам рассказал, что он видел вот этот символ 3 круга.
А вы знаете, что у Платона тоже есть рисунок формы Атлантиды, состоящий из 3 кругов. И этот символ показали одному из старейшин, и он сказал: да, это то самое. Также спросили у старейшин, слышали ли вы про Атлантис, и они сказали: да, это наши родители. То есть вот исходя из этих таких точечных каких-то фраз, можно сделать предположение, что, возможно, действительно они каким-то образом были связаны с Атлантидой, и что, возможно, в те далекие времена они как раз выходцы или потомки людей с Атлантиды, и вот те знания, которые они хранят, это были знания на Атлантиды. И тут мне хочется сказать, что мы ищем все время артефакты, да, остатки какие-то материальные Атлантиды. Но вот здесь в этом смысле сами люди являются артефактами. Потому что по их рассказам, если поглубже узнать всю их космологию, их историю, то, возможно, можно найти какие-то связи и нитки и больше узнать именно про Атлантиду, про живую Атлантиду, про то, как там было сформировано общество, какие там были знания и так далее. И я надеюсь, что мы когда-нибудь туда еще раз попадем. Все дело в том, что у них существует понятие четверичности мира. То есть все действия нужно совершить 4 раза. Они приводят пример о четверичности. Например, у нас то, чем мы видим, 2 глаза, то, чем мы слышим, 2 уха. Вот как бы 4. И поэтому, чтобы они полностью начали нам доверять и общаться с нами в полной мере, то есть нужно подняться к ним на гору 4 раза. Мы поднимались только 2 раза. Вот, значит, предстоит еще 2 раза подняться. Если это когда-нибудь сбудется, я бы очень хотела, потому что у них настолько глубокий пласт космологии. Мы пытались у них спрашивать, они нам отвечали, но мы не все на самом деле поняли. И, то есть мы уловили какие-то обрывки, которые вот я вам сейчас о них рассказываю. И, ну, если сейчас я вспомню еще что-то про космологию, скажу. Да, про символы. То есть я сказала, что жизнь их очень символична. Гора – это мужское начало, река – это женское начало, кока, юка, табак – это связано тоже с женским началом. И мама – это мужчины. Но также существует у них саги. Сага – это женщина, которую они называют видящей. То есть, по сути, это практически то же самое, это маму. И я говорила, что когда рождаются дети, они определяют способности ребенка и определяют, может ли он стать мамой или сагой. И еще у них одна особенность, когда дети рождаются, то плацента, которая остается, она не выкидывается, как у нас. Они ее закапывают в землю, на этом месте сажают дерево, и это дерево становится источником силы для этого ребенка, когда он вырастет. И мы с этим столкнулись, когда приехали, нас встретил один из мамо, это уже из народа Вива, и он поработал с нами, поговорил с нами, сказал, что нам путь дальше открыт, то есть его специально послали для того, чтобы как бы посмотреть на нас, считать с нас какую-то информацию, и сказал, что да, вам путь открыт, но все равно у вас есть негативная энергия, поэтому он сорвал нам плоды манго со своего дерева силы, вручил нам это манго и сказал, ну вот, съешьте, пожалуйста. И народ Вива, тут нужно сразу сказать,
4 народа, как я упомянула. И 2 народа, Вива и Канквама, они практически утратили все свои традиции, и Канквамам вообще утратили даже свой язык. Они в свое время спустились вниз, стали общаться с цивилизацией, напрочь забыли все, культуру, традиции, и только в народе Виво их старейшины, там, не знаю, лет 500 назад, они предвидели потерю своих традиций, и они оставили у старейшин Коги какие-то инструменты, как они сказали, какие-то сакральные вещи для того, чтобы потом Коги помогли вернуть былые знания. Собственно говоря, чем Коги сейчас и занимаются. Они сейчас пытаются помочь народу Вива вернуть забытые традиции. И еще хочу добавить про язык. Письменности у них нет. Они говорят, а зачем нам письмо, когда все находится вот здесь, то есть в нас, в сердце и в голове. Но при этом они говорят, что есть какие-то буквы или знаки, которые остались из праязыка. И сейчас они работают над тем, чтобы понять, воссоздать звуки, соответствующие этим знакам. То есть они работают уже на протяжении многих сотен лет. То есть они пытаются воссоздать звуки, и плюс они пытаются воссоздать тот единый праязык. То есть это тоже очень такая сложная работа. И сейчас вернусь к фотографии, которую вы видите. Это традиционная семья. И вы уже заметили, наверное, что мужчины носят длинные волосы, то есть они никогда их не стригут. Для них это тоже некая связь с духовным миром. Вот вы здесь видите традиционную сумочку. У женщины на груди висят бусы. Все женщины носят очень много разных бус. Причем эти бусы, они не только для украшений, даже, наверное, не столько для украшений. Они, опять-таки, имеют некий смысл. Сделаны они из определенных семечек, из плодов сакральных растений, и они играют роль защиты и также помогают женщинам проводить духовные работы. И, кстати говоря, мы спросили, а что, духовной работой занимаются только мамас, а вот обычный народ, который живет? Они говорят, да нет, мы все этим занимались. То есть с детства, с рождения все жители поселка, этой деревни, они получают знания об этике, об обычаях, о традициях. Например, девочек и мальчиков с детства учат, например, как выходить замуж. Девочек обучают понятию, что такое сексуальная энергия. Они говорят, что в современном мире вообще утеряно это знание. А вот девочки получают эти знания, они обучаются, как использовать именно энергию. Они обучаются, как взаимодействовать с будущим мужем. То есть девочки не с младенчества, но с очень малых лет, они знают, как выходить замуж, точно так же, как пить, как есть, как работать. То есть это все знания, они очень естественны, и они встроены с детства. Поэтому там нет теорий, как у нас. Вот у нас, например, психология, она же возникла совсем недавно. И возникло много-много теорий. Вот человеку плохо, почему ему так плохо, что нужно сделать. То есть у нас теория. А им не нужны теории, потому что это все встроено изначально в их жизнь. Они проводят периодически ритуалы, например, ритуал, как убрать негатив, то есть негативные чувства изнутри. Есть такой замечательный ритуал, как снятие личин. То есть они говорят о том, что когда мы рождаемся, мы проходим 9 стадий
развития, то есть 9 месяцев беременности, и они сравнивают нас, людей, с насекомыми, то есть с вредителями. То есть мы, люди, мы вредим Земле, точно так же, как насекомые. Мы обгладываем, мы пилим, мы режем, да, мы делаем дырки, и каждому этому действию соответствует определенное насекомое. И вот необходимо от этого избавиться, и потому что вот все эти личины насекомых, это, по сути, современным психологическим языком, это наши маски. Они это называют личины. То есть мы действительно все носим маски. То есть я, как мама, я одна, как жена, я другая, там, как психолог, я третья, по-разному себя веду. Они это называют личины. И поэтому Мать-Земля, она нас не видит, она нас не слышит, и поэтому мы не можем наладить с ней связь. Поэтому у нас как бы символически 9 голов. И для того, чтобы нам стать человеком, нам нужно, чтобы у нас осталась одна голова. И для этого нам нужно снять вот эти все личины. И они проводят специальный ритуал по снятию этих личин. Собственно говоря, нас тоже попросили сделать этот ритуал, потому что без нашего очищения нас не могли пропустить дальше в их священные места. То есть там очень много уделяется внимания очищению как психологическому, так и эмоциональному, так и физическому. Они также говорят, что вы – это то, что вы едите. То есть тоже аспект на еде. То есть, по сути, они говорят все, что мы можем сказать человеку, кто хочет быть здоровым и ментально, и физически. И вот в этом смысле, то есть я была удивлена и поражена. Они мне говорили такие простые, но мудрые вещи, о которых у нас не все наши люди это знают и принимают. И некоторые ритуалы – это чистая психотерапия. Я взяла себе их на вооружение, они работают очень хорошо. Ну, это еще раз доказывает о том, что наша психология вообще, наша психотерапия, она родом из далекого прошлого, из шаманизма. То есть шаманы давно уже все это применяют. То есть мы ничего нового не выдумали. Еще очень интересно их понимание таких вещей, как, например, создание каких-то благ наших, там, производство телевизора, создание машины и так далее. Они говорят, что весь мир – это идея. И что на самом деле в свое время, в далеком-далеком прошлом, они выбрали для себя роль тех, кто эти идеи как бы продуцирует в мир. Ну, то есть, если простой пример, они придумали, например, телевизор, у них идея телевизора, то есть какого-то устройства, да, которое показывают, и они это запускают во Вселенную. А дальше уже кто-то, кто схватывает эту идею, они начинают притворять ее в жизнь. Они говорят, что для того, чтобы притворить в жизнь все эти идеи, на это требуется очень много усилий и времени. И поэтому они в очень древние времена оставили себе только продуцирование идей, а все остальное уже делает другое человечество. Ну, это как раз про то, когда мы говорим, что многие ученые одновременно изобретают что-то, да, какое-то новшество в разных странах, не сговариваясь. То есть мы говорим, идея витает в воздухе. Вот по сути это про это. Ну вот сейчас давайте переключимся с идей на более материальные вещи. Вот эту фотографию я хотела показать вам потому, что когда мы приехали, нам повесили эти гамаки, в которых мы спали. Они не спят на земле, они спят в гамаках. Все гамаки висят в их хижинах, и поначалу я, например, немножко опасалась, думала, а как это я буду спать в гамаке, это же, наверное, очень неудобно.
но оказалось, что, вы знаете, замечательно, очень хорошо для позвоночника, то есть то, что надо. И даже вот это покачивание, это, знаете, сродни такой убаюкиванию, как в люльке у мамы. То есть оно здорово успокаивает. И вот, правда, к ним надо немножко приноровиться, потому что я пару раз оттуда чуть не вывалилась, сделав резкие движения. Но это все приходит потом. И теперь хочу рассказать про некую площадь Солнца, то, что они называют площадью Солнца. Вот это место. Это такие огромные камни. И это место, где, как они нам рассказали, родилось Солнце. Это место, где присутствуют те начала, из которых все сотворено. И поэтому здесь они проводят очень важные для них встречи. Причем на камнях во время этих встреч могут присутствовать только мужчины. То есть женщины находятся вне камня. Поэтому мы все сидели на другом камне, который находится неподалеку перед этим камнем. И туда допустили только Евгению. Вот вы видите, она там внизу камушка сидит. И то не на камень, а только у подножия, потому что она переводила. И вот, да, и туда еще допустили Акая, который является представителем коренного народа Алтая. И вот на этом камне проходила встреча, на которой они нас спрашивали, как мы относимся к тому, что происходит на этой земле. Что мы делаем для того, чтобы это исправить? Что мы можем сделать, чтобы помочь им? А их задача, собственно говоря, наладить контакт с правительственными какими-то учреждениями, организациями для того, чтобы донести до них их готовность к объединению, чтобы объединиться и совместными усилиями выровнять баланс на Земле. И вот они уже много лет пытаются это сделать, но, конечно, правительство в этом совершенно не заинтересованы. Даже если есть у кого-то какие-то попытки что-то в этом сделать, то были уже случаи, когда такого чиновника просто увольняли. Поэтому это очень сложная, конечно, задача. Вот. Но, тем не менее, они не оставляют попыток. И вот здесь я хочу еще обратить ваше внимание, у них в руках вот этот первый мамо. Вы видите, в правой руке у него попора с палочкой такого желтенького цвета. Видно? Это называется попора. Это тыковка, и внутри которой полость. И внутри в эту тыковку кладется сжженные ракушки, принесенные с побережья океана. Эти ракушки жгутся, и получается, в принципе, получается известь. Туда же кладутся листья коки. Все это перемешивается, и вот этой палочкой они сначала мешают, а потом берут эту субстанцию в рот, облизывают ее, и вот то, что остается на палочке, они медленно этим как бы водят по внешней стороне попоры. То есть они как бы слои накладывают из вот этой оставшейся субстанции, смоченной слюной. И попора со временем растет в своем объеме. Попора – это символ женский, то есть женской энергии. Палочка – это мужской символ. И это опять момент соединения женского и мужского. И когда они работают, а работают они практически почти всегда, кроме, наверное, тех моментов, когда спят, то они активно
работают этими попорами. То есть вот они концентрируются очень сильно во время мыслительного процесса. Рука их крутит эту палочку, то есть перемешивает, что там есть, и периодически берут в рот. И вот эта смесь, которая попадает в рот и попадает в кровь, как мы поняли, она помогает нашему мозгу немножко по-другому работать. Проясняется мышление. То есть ощущение, что голова прямо ясной становится. Помогает концентрироваться. То есть мозг начинает работать более активно и более сосредоточенно. И эти движения, они не просто так, они очень синхронистично сочетаются с тем, что происходит внутри у человека. Вот когда мы сидели перед ними, я вам рассказывала, и они молчали, дождали, когда мы внутри успокоимся. Ну вот я, например, делала некую практику даосскую по движению энергии внутри, по кругу. И я замечала, что как только моя энергия по позвоночнику идет в определенном направлении, они начинают очень активно крутить вот этой палочкой. Как только как бы энергия идет по-другому, в другом направлении, все, они перестают двигать. Опять энергия идет в определенном направлении по моему позвоночнику, они опять активно начинают этой палочкой работать. То есть опять вот было четкое ощущение, что они синхронизируют, они чувствуют то, что происходит. То есть они каким-то образом, помимо чувствования, они еще считывают. То есть вот попора – это важный элемент их работы, их жизни. И попора вручается мальчикам, то есть она есть у всех мужчин. И попора вручается мальчикам в момент их совершеннолетия. И когда вручается попора, мамус мальчику говорит некие наставления. Он, во-первых, учит пользоваться ей, и он говорит, что когда ты что-то делаешь, ты должен на этом концентрироваться. Если ты ткешь полотно, ты должен концентрироваться на ткачестве. Если ты готовишь пищу, ты должен концентрироваться на пище. Если ты рубишь дерево, ты должен концентрироваться на том, что ты рубишь. То есть смысл в том, что очень важно сконцентрироваться, вложить в любое свое действие какую-то свою энергию, и тогда это будет качественно. Но это то, что у нас, у современного человека, уже давно утеряно, к сожалению. Итак, на этом снимке вы также вдалеке видите женщину, которая сидит на камне. Это сага. Вот это как раз сага, женщина видящая, которая точно так же, как и мамус, считывает некую информацию. Поэтому ей было разрешено на этой встрече сидеть на камне. И вот я хочу вам показать такой мешочек. Это связала сага во время одной из наших встреч, когда они с нами работали, были в очень глубокой медитации, мы тоже, и она в это время вязала. И вот ее подарок, вот такой мешочек. Это мешочек связан из шерсти. И точно так же, сразу уже покажу, вот они точно так же делают такие сумочки. Вот сумочки наподобие этой носят мужчины. Правда, у них сумки намного больше. Это тоже был подарок Евгении. И вы здесь видите вот тот орнамент, о котором я говорю. Вот эти зигзагообразные линии. Это и есть, собственно, жизненный путь человека. То есть это линия жизни любого человека, символически. Ну, здесь потом подойдете, посмотрите, здесь много вещей из Колумбии, их традиционная вышивка. И по поводу вышивки тоже пару слов. Женщины постоянно или шьют сумочки, или вышивают. Но вышивание – это не просто вышивание какого-то узора. Это, опять-таки, некий сакральный акт. То есть
каждое движение нитки, каждый проложенный стежок – это определенная мысль. То есть они прокладывают некий путь жизни, путь во Вселенной, то есть разные задачи. То есть они как бы, можно сказать, вышивают полотно жизни, можно так сказать. И это действительно тоже очень такая сакральная, священная работа. Женщины, они сосредоточены на этом. И они постоянно в руках что-то делают, что-то вяжут или шьют. Ну, вот здесь эту фотографию я поместила, потому что мне хотелось показать, как в конце встречи они каждому из нас повязывали на руку ниточку. Они повязывают белую ниточку, вот наподобие такой, вот просто вот ниточка несколько раз обвязанная, но у них она белого цвета. Это как сохранение связи с ними и сохранение связи с их духовными учителями, духовная связь. И действительно, надо сказать, что когда мы вернулись обратно в Россию, то многим из нас снились сны с ними, и очень долго ощущалась действительно вот эта связь, какая-то внутренняя связь. Также хочу вам показать ракушку. То есть у них ракушки – это тоже священные символы. Ну, она маленькая, они используют большие ракушки. И эта ракушка издает звук. И вот этим звуком они приветствуют восход солнца. То есть это некая вибрация, которая встраивается в мироздание и которая помогает всем людям, которые это используют, почувствовать себя радостнее, сильнее, естественнее и так далее. Ну, то есть это ритуал встречи солнца. Ну, я сейчас вам изображу этот звук похожий, чтобы вы представляли. Вот такого плана. Но у них, конечно, ракушки вот такие, большие, и звук там погуще. Вот, но тем не менее. А еще подудите, пожалуйста. Еще подудеть, пожалуйста. Ну вот мы с вами тоже настроили наше пространство на определенные вибрации. Хотя, я думаю, оно уже было настроено. Так, ну вот дети. Почему я показываю детей? Все дети ходят тоже в белых таких рубашечках, и там невозможно отличить, где мальчик, а где девочка. У всех длинные волосы, одинаковые рубашки. И единственное, как можно различить, мальчики с детства носят сумочки. Раз висит сумочка, значит, это мальчик. Так мы их определяли. И еще, вот они ходят в этих рубашечках, и вечером, когда мы одевали куртки, носки шерстяные, шапки, иначе мы не могли там находиться, было очень холодно. А детишки как в 40-градусную жару, так и в этот холод бегали босиком. Дети практически не болеют, у людей там не бывает никаких неврозов, депрессий, то есть всех тех печальных заболеваний, которым присущ наш мир. Ну вот это опять фотография представителей Коги. Вы видите уже здесь опять шапочку поближе. И вот здесь, по-моему, лучше видна попора. Попоры бывают кругленькие, бывают продолговатые. То есть это не важно. Вот у кого-то, у левого маму она побольше, то есть, значит, она уже обросла вот этими слоями. И справа, который ниже на переднем плане, это Фернандо. Это тот представитель Коги, он не мамо.
Его специально в свое время отправляли выучить испанский язык. Они все по-испански не говорят, у них свой язык. Его отправили, он выучил испанский язык, он является посредником между их миром и нашим миром. Он не мама. И причем они очень строго следят за тем, что он нам говорит. Они ему дают постоянно указания, они с ним очень жестко, на самом деле, разговаривают, и за малейшие провинности, если он что-то сделает не так, то есть он получает очень прилично. Ну, это видно по его состоянию было. Один раз мы это видели. Ну, это опять, видите, здесь уже другая шапочка. Это аруак. И сумочка у него тоже с такими же узорами, с линией жизни. Ну, вот, наверное, про эти 4 народа я рассказала. Уже пора заканчивать, поэтому... Ну, может быть. Потому что сейчас это уже... Сейчас, если есть какие-то вопросы, вы можете задать. Потому что время у нас уже заканчивается, я еще много могу говорить. А что, по их мнению, надо сделать, чтобы вот поменять в нашем мире что-то, что у нас неправильного? И что они предлагают, что надо сделать? Может, товарищ Шваб к ним прислушался и решил как бы нас почистить слегка? Так нет, они как раз говорят о том, что, во-первых, мы губим природу. Ну, это понятно, то есть мы да. губим наши ресурсы, которых нам потом не будет. Мы загрязняем воду. Мы пьем воду загрязненную, от этого у нас болезни. Мы едим пищу тоже неадекватную. Кстати, Но вот это вроде решается, как бы очистительные всякие. да не решается это. Микробы. Вода-то изначально заражена. Никакие фильтры вам не сделают воду такую же, как родниковая. Не, ну просто наши капиталисты, не наши, а вообще во всем мире, из жадности, там, конечно, добыть побольше денег и поменьше потратить на экологию. Да, конечно, вот, конечно. Плюс вот эти выработка всех полезных ископаемых. Так вроде всех там и идет к зеленой энергетике. Ну, оно идет, но оно вряд ли придет. Ну, может быть, и придет, но опять эта зеленая энергетика, не знаю, как она будет. В любом случае, смотрите, болезни, количество увеличилось. Это как бы факт неоспоримый. Почему? Уже известно это. Слушайте, уже известно это. И врачи, и медики, то есть институты, которые этим занимаются, они уже дают данные. Количество психических заболеваний увеличилось в несколько раз, особенно в Европе. Но количество болезней выгодно врачам, а психические Конечно. болезни психиатрам. Нет, Вот это и дело. нет. Ковиды всякие изобретаются. И Это да, это искусственно. Я говорю про то, что реально, что не искусственно было Нет, сделано. даже если реально. То есть, а кто сказал, что их раньше не было? Просто они их не знали. Что-то было. Вопрос такой. А вот вы смотрели фильм «Зеленая»? Какой фильм? Это «Зеленая планета» или что-то такое. Нет? Возможно, смотрела. Я Вот название что-то не похожее, запоминаю. что вы рассказали, там показывали. Да. Они, собственно говоря, предлагают всем объединиться. То есть первое, что сделать, это просто всем встретиться, объединиться, чтобы не разрозненно, и вместе начать что-то Ну, делать. какое-то наивное такое обращение к каким-то правительствам, которые не решают ничего. Вот у вас сейчас прозвучали ключевые слова, только прежде чем я их сам попробую озвучить. Я просто хотел правду. Все-таки даже по созвучию, мне кажется, что вот эти маму, правильно нашел, да? Да, правильно. Ну, вообще-то они по своему статусу, они, скорее всего, все-таки ближе к Махатме. Как духовные учителя. Вот почему это такая у меня ассоциация. Ну, да. Вот. А что касается самого народа, знаете, вот вы начали с того, что они как бы оригинальны, а я вот как раз хотел сказать наоборот, той их, скажем так, индивидуальная оригинальность просто замечательно вписывается в огромный, на самом деле, список, просто я его как не представлял, но, скажем так, народов-хранителей. Да, да. То есть, вот, наверное, вы это помните, многие могут и не помнить.
Раньше был такой фильм, правда, он немного политизированный, как раз либо фантастика. «Тайна племени Вороров». Ведь, в принципе, там тоже закон, что есть какое-то племя, и что там хранятся какие-то секреты. Ведь, в принципе, такие секреты есть. И у африканцев. Да, да. Есть и в Северной Америке. Недавно я вот книгу редактировал по просьбе Георга Ирины Динабург по поводу пацифита. Ведь действительно же у нас на Земле существует огромное количество вот этих архипелагных цивилизаций. Ну и скажут, зачем он на таком островке надо возводить какие-то мегалиты, да у них ни сил ничего не хватит. Но вот именно их все в совокупности, ну по-разному, именно хранят то, что оставили либо працивилизации, может быть даже с какой-то там примесью космической, но все равно они будут в сумме, Да. их основное назначение, как можно считать, запрограммированным предназначением. Вот до какого-то момента хранить эти данные. Я с вами согласна. Я про оригинальность сказала в Латинской Америке, в Южной Америке. То есть они выбиваются из всех народов индейских, которые там живут. То есть они очень резко отличаются. Они единственные в своем роде. Я сказала про Латинскую Америку. А про то, что про их послание, да, у очень многих древних народов похожие послания. Я помню всегда, что в свое время, кажется, Аильский даже писал, да многие вообще, и Деникин об этом писал, если помните, про космического человека Карароти, которого на Амазонке целый племя поклоняется. То есть, я говорю, вот, правда, там намек на том, что кто-то куда-то прилетал, допустим, может быть, и працивилизация прилетала туда-сюда. Не в этом речь, я говорю, просто вот все эти, скажем так, племена, но они как бы зациклены или что ли даже запрограммированы на какое-то хранение. Может быть, поэтому они не понимают, чего мы творим, потому что, ну, скажем, тот стиль жизни, на который и то, что, как Анатолий правильно говорил, а что у нас сейчас творится, это, как говорят, в Одессе две большие разницы. Поэтому пока вот эти стили мышления, ну, наверное, несовместимы. Наталья Борисовна, я вот слышал от своей там нашей бывшей, что коги, они что-то такое на этой горе сидели, а Газпром стал башню свою, вернее, стал прокладывать трубы там. И они воспротивились. Именно поэтому они в Россию-то, в общем-то, и приехали, чтобы не допустить. Я поняла, о чем вы говорите. Что вы можете прокомментировать? Тут немножечко путаница произошла с «Газпромом». История с «Газпромом» случилась на Алтае. Алтай. Да, когда мы были на Алтае, мы их возили на плато Укок. Да. Это место покоя, как считается. И как раз там нам показывали, где «Газпром» собирается проложить трубу в Китай. И там даже люди, там ставят, «Газпром» ставил какие-то столбики свои, да, знаки, и люди эти знаки сваливают, то есть их рушат. Это история про Алтай. Никакого «Газпрома» в Колумбии не было. Может, это я так понял. Это 2011 год «Газпром» и «Алтай», Это позднее, да? Да, экспедиция в Колумбию. Потому что один из МАМО, когда он работал, он сказал, что ему как раз пришло название «Алтай». И они, это в 2005 году было. И они долго не могли выяснить, что это такое. И, наконец, все-таки докопались, что это в России. И поэтому они сказали, что нам нужно туда поехать, чтобы встретиться с коренными народами, чтобы вместе с ними совместно договориться, как мы можем работать. Потому что работа должна проводиться на священных местах. Тоже вот такая энергетическая и психическая. То есть не только на уровне правительств. И вот, а почему они Алтай-то, вот если проткнуть этот глобус, да, специи, то это в Алтай. Нет, не поеду. Знаете что? Вот я что еще не сказала. Забыла сказать одну важную вещь. Они называют свое место, вот этот горный массив, сердцем мира. И они работают из сердца мира. И действительно, если посмотреть в Google картах, вот из космоса, вот этот вот кусочек
этой горы, где они живут, он напоминает сердечко. То есть там прям коричневая такая выемка, как у сердечка. Можете посмотреть. И когда они приехали в Алтай, и их возили, да, по горам, и они сказали, мы теперь поняли, это очень похоже на нашу местность, но по ощущениям это есть пуповина. А, пуповина, точно, она говорила пуповина. Еще вот я заметил, рубахи белые на мужчинах очень похожи на древнерусские одежды. Совершенно верно. И еще, они говорят, земля мать, а в русских То же самое. мать сырая земля. То же самое, да. Кстати, очень много параллелей с нашими древнеславянскими какими-то представлениями. Очень Как они, много. кстати, эту Я белую говорю, ткань? что общая наверное, задача вот, хранителей как можно больше все это увидеть. У них тоже культ матери земли. Да. тоже А самое. вот ткани, они ткут сами? Сами. Сами? Все А на сами чем? делают. На ткацком станке? Да, у них какие-то приспособления есть. Ну, это ткацкий Женщины, станок. а шерсть женщины придут, у них веретено, Шерсть от кого? Козы? козы, Овцы? козы. Вы не обращали вообще внимания, вот не только по Америке, а вообще по всему миру на один интересный феномен. Вот я сейчас только что сообразил, что ведь буквально у многих племен вот эти развиты и передаются по наследству от одного к другому вот эти всевозможные психотехники. Я даже до сих пор помню, какие-то читал, не помню сейчас, сказки, то ли Полианезии, то ли что какой-то старейшина подходил к дольмену, какие-то вот он озвучал звуки. И это тоже было, в общем-то, ну, вот каким-то общением, какой-то коммуникацией. Конечно, потому что камни, они же имеют структуру кристаллическую. Понятно, что и она хранит информацию. Я просто сейчас не буду рассказывать, это отдельный разговор, конечно. Вы вообще слышали о так называемых акустических миражах? Может быть. Это отдельная тема. Да, это совершенно, да, отдельная Ты тема. докладик подготовь. Да, да. Подготовь докладик. Ну вот они как бы очень четко как бы говорят и упоминают о звуках, о том, что с помощью звука раньше умели много чего делать. А, вот еще, кстати, они используют кристаллы. Для них очень ценный кристалл, поскольку он обладает большой силой. И с помощью кристалла, кварца, они могут восстанавливать источники воды. Даже в тех местах, где вода ушла 10 лет назад. То есть- есть технически глубокая мысль, потому что любой кристалл, тем более кварц, это же самый тоже пьезоэффект, это обмен энергетикой. Ну, тем не менее, они вот как-то трансформируют его энергию или что-то, они трансформируют в воду. Но, к сожалению, это знание почти утеряно. У них осталось всего двое. Они называются сеятели воды. Всего 2 человека. Вот у Коги, кто обладает этим А знанием. вот такой вопрос. Так я понял, ну это со слов бывших, что, значит, коги сюда вот ломанулись в Россию, чтобы встретиться все-таки с властимущими, чтобы что-то Нет. там... Нет? Нет, Это совершенно не так. нет. Их это вообще не Не интересует. интересует вообще. Нет, они приехали, они это озвучили, и не один раз озвучивали. Они приехали именно для того, чтобы встретиться с коренными народами. И все дело в том, что они потом у себя созвали, ну как назвать, конференцию коренных народов мира. То есть к ним съехались из Мексики, из Латинской Америки, много разных племен индейских. Они приглашали догонов, но догоны не смогли приехать из-за финансов. И они вот пригласили Акая с Алтая. То есть они сделали встречу всех коренных народов, кто смог приехать, и обсуждали вот эту проблему, что мы можем сделать для того, чтобы сдвинуть с места правительство, что мы можем сделать для улучшения экологии и так далее, для улучшения здоровья. То есть это была международная встреча. Но как они будут правительство сдвигать? Как? А они посылают туда. Правительство дело 10-е. Им сейчас нужно найти себе подобных. То есть они сворачивают свой прибор. Они ищут не только себе, не просто себе подобных, они это ищут с определенной целью, Да. что те сохранили традиции, чтобы эти традиции они, вот, например, на Алтае, использовали там, у себя на Алтае, они будут у себя использовать.
Но пока они вот на наш формат, наше существование, они это примирить не могут. Да и мы тоже не знаем, как это сделать. Допустим, формат их существования примирить на то, что сейчас у нас. Дело Нет, не в там формате. вот прозвучало, кстати, может и не прозвучало у Натальи Борисовны, но как я понял, да, из бывшей, что значит они создали телевидение. А, вы говорили тоже, телевидение, радио. Но всякие это там как ракеты. пример. Это все они создали. Нет, это как пример. А почему такая идеологическая нестыковка? Вот все вот эти примеры, то, что там радио, телевидение, все, что они поставили эти идеи, это требует ресурсов, это требует ископаемых, это требует добычи. Ну, конечно. Они сами говорят, что нельзя так делать. Почему нельзя Конечно. так делать? Да, Зачем вот они правильно эти вы идеи? отметили. Зачем да. они эти идеи посылают? Как бы, тут нельзя. Ну, Это ведь я, смотрите, наверное, отвечу, потому что здесь должен быть для всего Нет, этого. пускай вот Сейчас, архитектор, ну, извините, ладно. пожалуйста, Хорошо, пускай вот, ладно. архитектор, который общался, мне как бы не нужна интерпретация кого-то еще. мысль их была не в том, что вот они лично изобрели телевизор там, или Нет, так как далее. вы сказали, они поставят идеи. Так зачем Это, они про то, что, в мире, противоречие с их идеологией, которую они как бы озвучивают, что нельзя добывать там ресурсы, нельзя... ну, во-первых, это нужно им задать такой вопрос. А во-вторых, они-то призывают к тому, чтобы жизнь была, как я поняла, более гармоничная. Может быть, и можно добывать... Как она может быть гармоничной, если они говорят, что нельзя добывать нефть, нельзя добывать то, нельзя добывать это. И при этом они посылают такие идеи. А вот еще у меня такой вопрос. А вот корабли из чего у них сделаны были, допустим, если они полетели? Наверное, из металла, потому что у них тоже Это не добыча? Ну, да, тоже. добыча. Это все, как бы нужно им задавать эти вопросы. Ну почему вы Как- не задали как бы- команду услышать такое? Слушайте, мы там много задавали вопросов, и Не на все там получится. невозможно задать еще все такой вопросы. вопрос. С ними не вы разгуляешь. видели они инструменты? рогато подшипают. Какие? Любые. Лопату, Вы видела Ну, я лопату. так Хорошо, они из чего сделаны? Из дерева, из металла. Из металла, из какого? Слушайте, я не Ну, вот щупала. какой? Железная лопата. Ну, откуда я Так знаю? если они сделаны из... А огонь чем не добывают? Я понимаю вас, вашу Нет, это другой логику. вопрос. Вы сказали, что у них не было контакта с миром, но если они сами не производят... С то они 90-го контактируют. года, почему? С 90-го года они вышли на контакт. Сколько уже А до прошло? этого, а иглы из чего они шьют? Вот это явно связано, допустим, с спицами. Иглы Это кости... должно обработать. Это сейчас. Иглы костяные, Хорошо. рыбьи. Рыбьи. То есть они раньше употребляли все природное. Там у них, например, сажают, они не лопатой копали. Они до сих пор сажают, у Нет, них палочка. Это не с специями связано, это ткацкий тканые, станок. там, допустим, тканые, хорошо. Ну, сам ткацкий станок, он требует... допустим, Деревянный. Ну, деревянный, а дерево должно чем-то обрабатываться, костяной инструмент не доработает. Слушайте, я не знаю. Собирайте группу. Собирайте группу, да. предлагайте, можем организовать экспедицию, но там придется по большей Хорошо, части у меня времени еще молчать. такой вопрос. Уборные как у них устроены? У них нет уборных вообще. То есть у них нет вот этих ям, которые воняют и распространяют зловоние вокруг. Они все это делают на природе, и земля все это впитывает. Где хотят, Понятно, хорошо. А Да. как они хоронят своих умерших? но их мало просто. Если бы это было. Про умерших сейчас не могу точно сказать. Я вот знаю, как они зачинают своих детей. Как? Про это я знаю. Не в доме, не в гамаке, а на земле. Они уходят на землю. И там зачинают детей. А еще такой вопрос. Почему такая нестыковка? Еще одна такая подметка. Вот вы сказали, там у них камень, и там якобы карта всей земли. И при этом они знают расположение материков, туда все это такое. Но они не знают про Алтай. Ну, я же не сказала, что они знают там про города и так далее. Нет, Они так, знают общую конфигурацию. Нет, так общая конфигурация здесь не подразумевает какие-то проливы, какие-то что-то это еще. И они не должны знать какие-то точки. Ну, они же не должны знать наше название. Ну, так если они вообще общаются там с информационным полем, там, не знаю, каким-то там это. Если там им, допустим, пришло там название Алтай, почему не показали картинку, где это находится? Может быть, показали, я не знаю. Так, если Раз они показали, обратились, как они раз они обратились к России, наверное, показали.
А вообще инициатива была у них, от них, да? К От России них. обратить. Не наши туристы. Не-не-не, нет. Это их, они долго, с 2005 года они искали, и только в 2013 году нашли.